Ребята, всем привет! Сегодня я продолжу эпопею с кофеваркой. Напомню, я полностью хочу ее выточить из нержавеющей стали, и одна деталь уже почти готова. Не хватает здесь только отверстия, и сделать обязательно клапан сброса давления. Но может быть я немножко отойду от этой концепции, и верхнюю часть кофеварки я выточу из алюминия. Кстати, ребят, кто знаток, подскажите, пожалуйста, какую марку алюминия можно использовать в пищевой промышленности в таких проектах. Многие ребята мне писали в комментариях, что не просто так гейзерные кофеварки делают из пищевого алюминия. Он немного пористый, и получается в верхней части, куда уже собирается готовое кофе, в этих порах там остаются специальные кофейные масла. И чем старше кофеварка получается, тем больше слой этих масел, тем насыщеннее, вкуснее, выраженнее вкус получается у кофе. Наверное, можно сравнить с эффектом выдержки определенных напитков в бочках. Чем старше бочка, тем она дороже, тем дороже напиток из этой бочки. Ну, как-то так. И плюс к этому, ребят, я очень хочу попробовать анодирование. Многие, кто следит за каналом, знают, что я специально усложняю проекты, чтобы получить новый навык, а не просто сделать какую-то очередную вещь. В этом проекте мне помогают ребята из компании Arno, и в этот раз они мне прислали очередную небольшую партию инструмента. Инструмент очень высококачественный, прислали более мощный проходной резец, пластины по нержавейке и алюминию и очень интересное сверло, которым можно сразу после сверления еще и растачивать отверстия. Сегодня мы его попробуем. Полюбуйтесь на пластинки вблизи. Это по алюминию, это пластинка по нержавеющей стали. В прошлом видео, ребят, я показывал целый чемоданчик с такими пластинами, демо-кейс. Кто не видел, вот вам подсказочка. И сегодня, друзья, как и обещал, я вам покажу, что находится во втором чемодане. Это демонстрационный кейс, который прислала мне компания Arno Werkzeuge. Она занимается производством очень качественного металлорежущего инструмента. Ну а внутри, друзья, вы можете видеть отрезной и канавочный инструмент. Это лишь небольшая часть из того, что производит компания Arno. С полным ассортиментом отрезного и канавочного инструмента, а также другого инструмента, вы можете ознакомиться на их сайте. Ссылка будет обязательно в описании под видео. Ну а у меня же такие бумажные каталоги, которые можно полистать. В принципе, их тоже можно заказать, если вам нужно. Итак, друзья, давайте быстренько попробую показать, что же есть внутри. Это удлиненный отрезной резец. Позволяет отрезать до 120 мм диаметры. Конкретно этот резец под отрезные пластины шириной 2 мм. Вот так отрезная пластина выглядит вблизи. У меня в наличии есть подобный, как раз таки его мне прислала компания Arno, но он гораздо мощнее. Здесь уже пластины шириной 4 мм. Специальный ключ, чтобы менять пластины. Ключ вставляется в пазы, и при нажатии резец раздвигается, и можно заменить пластину. А это уже более мощный отрезной и канавочный резец. Как вы видите, он гораздо мощнее. Здесь усиленная часть, и плюс к нему можно подключать СОЖ. Внутри резца есть специальные каналы, и здесь вы можете видеть два отверстия, откуда подается СОЖ под высоким давлением вместо резания. Здесь уже режущая пластина зажимается с помощью винта. Здесь сменные модули для двусторонних отрезных пластин. Вот это самый маленький модуль. Этот маленький модуль под отрезные пластины шириной 2 мм. Смотрите, какая полированная кромка, как блестит. Средний модуль для отрезания и резания канавок. Довольно-таки мощный. Здесь опять видим усиленную часть. Еще раз заостряю ваше внимание на качестве отрезных пластин. Очень острый, полированная режущая кромка. Размерчик побольше. Этот модуль уже под двусторонние пластины большего размера, под большую ширину. И он установлен уже на держатель. А уже в этом модуле предусмотрена также подача СОЖ вместо резания. Давайте откручу и покажу вам, как выглядит держатель. Как вы видите, для усиления крепежа предусмотрен специальный паз. А вот через эти отверстия подается смазывающая, охлаждающая жидкость. И вот так держатель выглядит поближе.
Смотрим дальше. Здесь представлены отрезные резцы такого классического вида, к которым мы все привыкли. Державка 20 на 20. Здесь опять же все эти отрезные резцы под двусторонние отрезные пластины. Практически такой же отрезной резец, только укороченный. И вот такой малыш. Можем рассмотреть его поближе. Ну а вверху представлены усиленные резцы для резания канавок. И такой же резец с усилением, только меньшего размера державки. А теперь я попробую показать вам поближе режущие пластины двусторонние. Мне очень нравится их качество. Некоторые я уже проверял их в работе. И напомню вам, это лишь небольшая часть, которая есть в ассортименте. Вот этой пластиной, которую мне подарила компания Arno, я побеждал нержавейку. Резал ее на куски. Нержавейка была диаметром 110 мм. А вот эта очень острая хищная пластина с полированной кромкой предназначена уже для резания цветных металлов. Еще раз повторюсь, для тех, кто захочет поближе познакомиться с компанией Arno, ссылка будет в описании под видео. Ну а мы продолжаем. Резец заряжен. Нержавейка на месте и точим деталь номер 2. Чтобы выставить фрезу точно по центру, я сначала слегка касаюсь края детали, работающей фрезой, выставляю лимб на 0, а потом смещаю фрезу к центру на половину диаметра детали плюс половина диаметра фрезы. Фрезеруем первое отверстие. Теперь смещаю на 3 мм и делаю 6 отверстий теперь. Делю окружность на 6 частей и добавлю охлаждение фрезы. Подаю очень-очень медленно. Надеюсь, фреза выдержит. Фреза диаметром 1,2 мм. Тут уже нужен только ручной контроль. Заглубляюсь на 1,25 мм. Смещаю на 10 делений. Сверлю следующее отверстие. Семь отверстий я уже профрезеровал. Осталось ими заполнить всю остальную площадь. Не знаю, сколько я это буду фрезеровать, но это тоже своего рода тренировка и тест на терпение. Фу. Третий круг есть, можно сказать. Сейчас покажу поближе. В третьей окружности получилось 12 отверстий, и на все про все ушло где-то 15 минут. Обратите внимание, какая маленькая фреза, какую тонкую работу приходится делать. В четвертой окружности мне необходимо сделать уже 20 отверстий. И так далее. Сколько ж кругов здесь будет? 7, что ли? Почти все закончил. Занятие, конечно, не самое интересное. Осталось 60 отверстий, одну окружность профрезеровать. Фреза кукурузка почти все выдержала. После того, как все просверлю, я вам покажу ее вблизи. Два последних отверстия просверлю в реальном времени. Уже приноровился и фрезерую гораздо быстрее. Все, друзья, готовальня. Всего здесь получилось 223 отверстия.
Фреза отлично себя показала. Чтобы ее закрепить в маките, цанга стоит 6 мм, и дополнительно я использую цангу от бормашинки. И тогда все идеально подходит. Вот так вблизи выглядит заточка, ближе уже показать не могу. Этот набор фрез я покупал на Алиэкспресс. Часть по неопытности я уже сломал. Здесь фрезы от 0,6 до 1,5 мм диаметром. Кому нужно, ребят, ссылочка будет в описании под видео. Теперь очень ответственная операция. Нужно отрезать с минимальной толщиной желательно. Решил немного полирнуть деталь. Ребята, признаюсь, все переделываю заново. Предыдущую деталь я загубил, поспешил, хотел отрезать за один раз, и у меня ее просто выдавило. Осталось совсем немного, просверлить 10 отверстий. На этот раз я именно сверлю отверстия маленькими твердосплавными сверлами. Получается еще качественнее и еще быстрее. Сейчас покажу их вблизи. Показываю вблизи, заточка у них на удивление очень качественная. Сверлят действительно очень хорошо, даже нержавеющую сталь на высоких оборотах. Естественно, только с применением охлаждающей жидкости. 10 отверстий. Попробую показать вам последнее отверстие без охлаждающей жидкости. Теперь главное не испортить. Наверное, надо было изначально делать еще тоньше и сверлить насквозь. Почти готово. Отрезаю окончательно. Ну почти готово. Очень тоненькая получается. Но осталось шлифануть с другой стороны, немного обточить. И будет готово. Все, ребят, деталь готова. Толщина получилась 0,8 мм. Очень тоненькая и легенькая, что и задумывалось. Конечно, ребята, эту деталь можно было сделать гораздо проще, другим способом, но я специально пошел сложным путем, получил новый опыт, ну и вам показал, как можно сверлить очень маленькие отверстия на токарном станке. А теперь выточим деталь номер 2. Сейчас примерно покажу, как она выглядит. Эту модель кофеварки я разработал и напечатал на 3D принтере. И вот она, деталь, которую мы будем точить. Это сито мы точили именно для этой детали. Потом увидите для чего.
Ребята, все получилось. Ох, и замучился ее точить. В конце совсем по чуть-чуть снимал, чтобы не испортить. Есть риск всегда загубить. Пытался стенки сделать максимально тонкими. Ну, думаю, все получилось. Есть у меня уникальный инструмент, который мне подарил друг Игорь. Толщина стенок составляет 0,5 мм. Везде. А эту деталь я даже немножко полирнул. И давайте соединим все вместе. Ситечка сидит очень плотно, но я хочу дополнительно зафиксировать, законтрить здесь в нескольких местах. А потом, наверное, еще немножко полирну. Видно сеточку. Итак, господа, все готово, немножко полирнул, но нужно будет потом, как все детали закончу, все довести до ума и еще раз отполировать. Теперь мы имеем целых две детали будущей гейзерной кофеварки. В принципе, осталось не так много работы. У меня на сегодня все. Если видео вам понравилось, поддержите лайком. Я хочу еще раз сказать спасибо компании Arno за инструмент, за поддержку. Все ссылки на их сайт оставлю в описании под видео. Всем пока, ребят. Скоро увидимся.